Car X Drift Racing 2 — игра, в которой, как и во всех других, присутствует огромное количество моментов, делящихся на положительные и отрицательные, где игроки сами определяют их сторону. Вы на канале Catfish Studio, и сегодня я бы хотел поговорить о вещах, которых не хватает в игре, а именно о том, что бы игроки в Car X хотели бы видеть в ней в будущем. Посидев парочку вечеров в официальной группе в ВК Car X Drift Racing 2, а также в общем телеграм-чате, где общается огромное количество народу, почитав там все, что пишут игроки в эту игру, я смог сделать некий, так сказать, для себя вывод, который хотел бы, наверное, преподнести что ли вам вот в таком вот виде. Есть люди, которые постоянно чем-то недовольны в игре, хейтят абсолютно все, что попадается им на пути. Машины, карты, оптимизацию, баги и так далее, и так далее. Встречаются люди более позитивные, которые объективно в чатах, в комментариях пишут о том, что хотели бы видеть в игре в ближайшем будущем и чего им не хватает в ней. Скилловые пилоты также в клубных чатах постоянно обсуждают эту тему и пишут свое мнение насчет этого. Первое, наверное, самое популярное и важное для большинства игроков, что они хотят увидеть в этой игре — оптимизация. Сейчас Car X Drift Racing 2 оптимизирован по мне так на среднем уровне, и если у вас достаточно средненький такой смартфончик, то вы сможете играть в эту игру спокойно. Ну а вот если у вас уже устаревшая модель какая-нибудь, то да, вы можете ругаться и гневать на разрабов игры. Лично мое мнение на этот счет складывается такое: игра оптимизирована достаточно, но, как по мне, было бы еще поработать над ее внутренностями и сделать так, чтобы телефон не нагревался до такой степени, что на нем можно жарить яйца и греть руки на холоде. Ну реально, играя в эту игру, можно пару раз прям, руки обжечь. Реально, я не шучу. Второе, о чем мечтают игроки — убрать донат. На самом деле я не понимаю этого желания игроков. Car X Drift Racing 2 абсолютно бесплатная игра для телефона, которая, лучше некоторых даже на компьютере, если взять. Игра достаточно хорошо проработана и сделана. Вас должно вообще удивлять то, что она бесплатная, потому что, настолько крутые игры, которые требуют огромное количество сил, средств, никогда не бывают бесплатными. Игрокам не нравятся такие автомобили, как Flanker, Blackjack. Постоянно пишут в комментариях, что Blackjack, и фланкера заколебали. Гайс, в игру с последней обновой добавили моторы. Вы можете поставить мотор от фланкера в свою любимую машину, и все. У вас будет такой же фланкер, только не фланкер. Вы можете поставить этот гребаный мотор, настроить себе чертову машину, и фланкера это сраного обгонять даже на разгоне вторым, ё-моё. Что касается выворота колес, разрабы также сделали выворот на всех тачках одинаковый. Везде он идентичен. То есть все машины почти равны в игре, отличаются настройками и такими вещами, как колесная база. Но я думаю, если вы шарите за упавшие столбы от Марка, то вы меня поняли, о чем я говорю. Третье — выбор результата заезда. Как известно, когда вы проезжаете парный заезд, его оценивает игра, то есть судья-робот. Едете вы, значит, такой свою первую попытку. Так, постановочка. Хорошо. Теперь бы без корректировочек. О, замечательно. Еще прям чуть-чуть бы продержаться. Дай бог бы на 102 балла. Дай бог бы проехать. Ну ладно, пойдет. Точно теперь не перебью. Сейчас я на рафланчах поеду 2 попытки и прям уж точно не смогу перебить. По угару едете 2 остальных заезда, где чуть ли не с бэкворда залетаете на постановке, делаете киз-заволы, вообще не по траектории едете, даже доезжаете до финиша, а там... Классно. Почему не ты сама? Почему именно он, блядь? Ребят, кто за мной поедет, там земля пухом, в принципе, я не виноват, эта игра выбрала этот заезд. То есть игроки хотят, чтобы после завершения всех 3 или 5 попыток сам пилот выбирал ту, которая будет участвовать в парном заезде, потому что попытка, набравшая меньшее количество баллов, может быть лучше, чем та, которая с высоким баллом. Четвертое — копирование настроек. Да, в игре есть мастерская, в которой вы можете выставить свою настройку и ее купит, к примеру, ваш друг. Но вот давайте представим ситуацию. Я езжу на Silvia S14 и хочу с нее на Silvia S15 перекинуть настройку полностью. Я, значит, такой включаю запись экрана и записываю вот так вот, как придурочные свои значения. А потом еще их набираю, минут 10, наверное, в циферках в этих мелких. По мне, данная фича была бы реально к месту. Реализовать, на мой взгляд,
взгляд, ее можно через какие-нибудь теги а-ля сгенерированной игрой, которые она сама вам будет создавать при нажатии кнопки, к примеру, скопировать настройку, и кнопка вставить настройку даст возможность туда запостить сгенерированный код с той настройкой, которую вы скопировали. Ну, к примеру, сейчас вот в игре CSGO так сделано с прицелами. Я вот захотел у стримера прицел, к примеру, взять, у него есть сгенерированный ключ прицела, я его беру, копирую, вставляю и все. Сразу такой же прицел у меня ставится, и в этой игре, думаю, также можно сделать. Игроков это не то чтобы раздражает, просто данная фишка была бы полезна и удобна. Пятое. Премиум аккаунт за золото. Как вам известно, в игре можно фармить золото за определенное количество времени, что позволяет вам купить продрифт настройки и машины на ваш вкус. Но почему бы не сделать премиум аккаунт тоже за золото? Многие бы хотели и ждут прям добавления этой штуки в игру, потому что премиум аккаунт для парных заездов, ну это очень классная вещь. Благодаря ему легче тренировать свой скилл и делать крутые и красивые проезды. Я бы, конечно, тоже хотел приобрести себе премиум аккаунт за золото, но пока что в игре, как я знаю, такой возможности нет. Но надеемся, что в скором времени она появится. Шестая. Квадрокоптер. Если вы хоть когда-то пытались заниматься съемкой видео в этой игре или же фоткать красиво, то вы наверняка прибегали к помощи такой вещи, как квадрокоптер. Хотели с него снимать красивые и крутые сценки, но когда вы понимали, какая боль им управлять, вы сразу же из него выходили. Чтобы снимать видео на квадрокоптер, как мы знаем, нам потребуется нажимать на множество кнопок, чтобы им летать и управлять. Соответственно, мы приходим к тому, что пока мы летаем, наш экран надо записывать. Но как мы записывать-то будем его, если у нас там кнопки, а? Вот это та самая причина. Игроки хотели бы как-то исправить, может быть, квадрокоптер. Когда вы начинаете запись экрана на телефоне, вам приходится делать ваши кнопки полностью прозрачными, чтобы у вас в кадре, кроме красивых тачек, ничего не было. И вся соль в том, что вы не видите, блинский черт, куда нажимать. Вы на ощупь нафиг на нем летаете. Вы запоминаете, где эти гадские кнопки расположены, и пытаетесь их всегда нащупать, потому что они прозрачные, ё-моё, блин. Единственная моя догадка, как это можно исправить, и сделать запись пути квадрокоптера. То есть вы летите коптером в заезде с кнопками, игра запоминает путь, потом нажимаете, к примеру, кнопку, и коптер летит уже по этому же пути, по которому вы только что пролетели. Но кнопки становятся прозрачными, и вы просто записываете его путь, уже ничего не нажимая. Седьмая. Изменение настроек игры во время повтора. Я, как создатель какого-то контента по игре, постоянно работаю с повторами заездов, и как по мне, в них не хватает дыма от покрышек. Но блин, если я поставлю дым в настройках игры, то мне будет очень сложно ехать за лидером, а когда я проехал и начинаю смотреть повтор, кнопочка настроек игры резко исчезает. Хотелось бы, чтобы при просмотре повтора можно было бы изменять настройки вообще всей игры. К примеру, чуваки играют на минималках, у них телефон не тянет, а записать повтор хотели бы на максималках, чтобы глазу было приятно и комфортно. Но, увы и ах, поэтому данная штука была бы прикольной, как по моему мнению, да и не только по моему. Чуваки в комментах тоже строчат: сделайте. Угу, может все-таки сделаем, а? Короче говоря, такие вот штучки-дрючки, которые хотят игроки увидеть в своей любимой игре CarX Drift Racing 2 в будущем. Если тебе понравился ролик, поставь лайкос, подпишись на канал и оставь свой комментарий. Мне будет очень приятно. Спасибо тебе за просмотр, мой друг. Желаю всего классного и сасного. Пока-пока.